Всем привет, я Антон Гросов, вы на канале об эмиграции и жизни в Италии, а я продолжаю показывать вам итальянские города и провинции. И сегодня мы с вами посмотрим регион Трентино-Альто-Адидже. Этот регион прекрасен всегда, зимой, летом, осенью и весной. Первая достопримечательность этого региона – это Лаго Рейза с этой красивейшей колокольней. Здесь было два озера, которые затопили, чтобы сделать одно большое и построить дамбу с электростанцией, которая сейчас и работает. А эта церковь, которая была затоплена, она стала главной достопримечательностью этого региона. Сегодня Больцано – это итальянская провинция с немецким акцентом. Но так было не всегда. Еще 100 лет назад этот регион был частью Австро-Венгрии и носил гордое имя Южный Тироль. Так как же он оказался в составе Италии? Все изменилось после Первой мировой войны. Италия изначально сохраняла нейтралитет, но в 1915 году, соблазненная обещаниями территориальных приобретений, вступила в войну на стороне Антанты. Одним из главных трофеев должна была стать область Трентино-Альто-Адидже, включая Южный Тироль. После поражения Австро-Венгрии в 1918 году итальянские войска вошли в регион, а по Сан-Жерменскому договору 1919 года Южный Тироль и Больцано официально отошли Италии. Но это было только началом долгой и непростой истории региона. Население здесь в основном говорило на немецком, и новая власть решила итальянизировать его. Особенно жестко это стало проявляться во время фашизма. Немецкий язык запретили, немецкие школы закрыли, а фамилии и названия улиц начали итальянизировать. После Второй мировой войны ситуация изменилась. Австрия и Италия заключили соглашение, по которому Южный Тироль получил автономию, а местные жители – право на сохранение своей культуры и языка. Сегодня Больцано – это уникальный регион, где немецкие и итальянские традиции переплетаются, создавая удивительный культурный микс. Это не просто территория на карте, а место, где история и идентичность играют ключевую роль. Кроме прочих достопримечательностей, в Мерано обязательно нужно посетить пивную Форст. Это историческая итальянская пивоварня, которая раньше была в Австрии, и с переходом Сud-Тироля в владение Италии она стала итальянской. Здесь подают традиционные блюда, и можно отведать разные сорта этого пива. Мерано – это не просто красивый город в горах, а настоящий оазис спокойствия и уюта. Расположенный среди альпийских вершин, он славится мягким климатом, пышной растительностью и, конечно же, знаменитыми термальными источниками. Именно сюда приезжают за отдыхом, оздоровлением и атмосферой, которая сочетает в себе итальянский шарм и тирольскую основательность. Термы Мерано – это главный символ города. Здесь под одной крышей собраны десятки бассейнов с термальной водой, сауны, спа-зоны и даже целебные грязевые процедуры. Все сделано так, чтобы человек мог полностью расслабиться и отдохнуть. Огромные панорамные окна открывают вид на горы, а вокруг парк с пальмами, кипарисами и цветущими клумбами. Такой контраст кажется нереальным, но это и есть Мерано – место, где альпийский воздух смешивается со средиземноморским теплом. Но Мерано – это не только термы, но и потрясающая кухня. Южный Тироль – это, пожалуй, лучшая немецкая кухня, которую только можно найти. Здесь традиционные тирольские блюда обретают особую изысканность. Шпацель, кнедли, штрудели, свиная рулька, колбаски – все это готовится с местными продуктами и невероятным вниманием к деталям. А если хочется чего-то итальянского, всегда можно найти отличные пасты и пиццу, ведь здесь гармонично переплетаются обе культуры. И, конечно, отдельного упоминания заслуживает не только пиво, но и вина Больцано. Это один из лучших винных регионов Италии, но чтобы рассказать о них подробнее, нужно записать отдельное видео. Южный Тироль производит уникальные вина, которые по вкусу не уступают топовым тосканским и пьемонтским или французским сортам.
Конечно, за несколько дней путешествия на автодоме показать всю провинцию у нас просто не получится. Мы возвращаемся из Шварцвальда и сделали здесь лишь короткую остановку, чтобы ощутить атмосферу этого уникального региона. Если хотите узнать больше о нашем маршруте, ссылка на видео поездки будет в описании. А вообще, чтобы по-настоящему почувствовать Южный Тироль, нужно провести здесь хотя бы пару недель. Только тогда удастся увидеть и ледники, и виноградники, и старинные замки, и удивительные города, как этот. Ну а пока мы наслаждаемся моментом, теплой водой терм, свежим горным воздухом и невероятной кухней. И, конечно, сюда обязательно нужно приехать зимой на рождественские рынки. Кроме винограда и знаменитых итальянских вин, белых и красных, о которых у нас есть отдельное видео, в Альто-Адидже выращивают яблоки, и они имеют даже марку, которая защищает их по происхождению. И есть даже зарегистрированный торговый знак этих яблок, которых постоянно рекламируют. Это Марлена. Вы найдете их в любом итальянском супермаркете практически. Вот просто поля, гектары, сотни гектар, тысячи гектар этих яблок разного сорта, красные, зеленые, там какие хотите. И вот эти яблоки прям растут вот так среди полей, и никто их даже не ворует. Ну, пока мы не приехали. Все-таки чувствуется, что вы в Италии, потому что мы взяли поезд, чтобы добраться из нашего кемпинга в Больцано, и в какой-то момент он просто остановился, по-моему, в Терлане. И по громкой связи нам объявили, что, мол, поезд дальше не едет, давайте пересаживайтесь на автобус и все аус, как так сказать, на улицу. Если бы не встреча с подписчиком, который помог нам сесть повторно на поезд, мы бы, как десятки других бедолаг, которых высадили, так и пытались бы поймать автобус. Вы, наверное, представляете себе, что такое несколько вагонов людей, которых решили пересадить на автобус. Дамир, не знаю, если ты это видео будешь смотреть, еще раз спасибо, что помог нам. Хотя, кто сказал, что у немцев все должно обязательно быть четко? Может, это стереотип? Да, и в Тироле никакие не немцы живут, а тирольцы. Не путайте. В автономной провинции Больцано почти 69% населения говорит на немецком, 27% на итальянском и почти 5% на ладинском. Последний язык, который вы, возможно, никогда не слышали, тоже преподают в школах в некоторых городках. В Лавалле почти 100% населения говорит на этом языке. Некоторые политики троллят своих коллег, выступая на этих диалектах. Их не понимают, а синхронных переводчиков найти просто невозможно, а это как-никак официальный язык. Это при том, что далеко не каждый немец поймет местный немецкий язык. При этом все достаточно легко переходят на итальянский при необходимости, а в самом городе Больцано около 80% считают итальянский родным языком. Это самый успешный регион Италии, тут самая низкая безработица и высокие зарплаты, об этом тоже сейчас расскажу. Больцано, одна из достопримечательностей, это такая фунивия, которая доставит вас на высоту 1200 метров с панорамным видом, как во время фунивии подъема наверх, так и вообще здесь, в этом месте. И тут есть такая историческая железная дорога, которая больше 100 лет. По средам по ней ходит исторический поезд, вагончик которого я вам показал. А в обычные дни обычный поезд, и здесь разные остановки, разные места, которые можно посмотреть. Конечная остановка — это городок Колабо, где есть эти вот удивительные земляные столбы. Раз уж вы добрались до Больцано, не поленитесь, съездите, посмотрите их. От городка они находятся на расстоянии 2,5 километров. Можно дойти туда пешком, маршрут длится
полчаса, либо на автобусе, который вас прям доставит почти к столбам, но там еще нужно будет чуть-чуть пройтись. Сейчас я вам покажу эти столбы. Представьте себе, высоко в горах среди туманов и лесов возвышаются странные, почти инопланетные фигуры. Это земляные столбы Ренона. Эти природные образования – результат вековой работы ветра, воды и времени. Высокие колонны из глины и камня, увенчанные массивными валунами, кажутся будто кем-то расставлены вручную. Но это не рукотворное творение. Это уникальный геологический феномен, который можно увидеть лишь в немногих местах планеты. Самые известные и впечатляющие столбы находятся на плато Ренон, всего в 30 минутах от Больцано. Добраться туда можно на живописной фуникулерной дороге, на историческом поезде через живописные поля, а дальше пешком по тропам с видами, от которых захватывает дух. Каждый изгиб пейзажа словно рассказывает древнюю сказку. Говорят, раньше здесь видели ведьм, но теперь только туристов с камерами и широко открытыми глазами. Последняя остановка в этом видео в столице Альто-Адидже, Суд-Тироле, городе Больцано или Бозен на немецком. Трентино-Альто-Адидже – это один регион, но состоит он из двух автономных провинций – Трентино со столицей в Тренто и Альто-Адидже со столицей в Больцано, по которой мы и гуляем в этом видео. Город расположен в живописной долине, где сливаются реки Тальфер, Айзак и Адидже, окруженный Альпами. Больцано известен своим уникальным сочетанием итальянской и австрийской культур, что отражается в архитектуре, языке и кухне города. Исторически Больцано был важным торговым центром благодаря своему стратегическому положению на пересечении торговых путей между севером и югом Европы. Сегодня город продолжает процветать как культурный и экономический центр региона. В Больцано один из самых низких уровней безработицы в Италии, всего 2%, ниже, чем в соседней Швейцарии, Австрии или Германии, и самые высокие зарплаты в стране. Средняя зарплата по провинции около 2600 евро в месяц. Больцано – один из самых богатых регионов страны. ВВП на душу населения – 42,5 тысячи евро. Для сравнения, в Ломбардии 36 800 евро, а в среднем по Италии 27 700 евро. Это даже выше, чем в соседней Австрии, где ВВП на душу населения 40 400 евро. Экономический успех Южного Тироля не случайность. Провинция имеет автономный статус и управляет собственным бюджетом. Из всех налогов, собранных на ее территории, 9 из 10 остаются дома, а только 1/10 уходит в Рим. То есть здесь не только высокие доходы, но и умелое управление финансами. Среди достопримечательностей города готический кафедральный собор с яркой черепичной крышей и площадь Вальтера, где кипит жизнь, особенно в сезон рождественских ярмарок. Обязательно загляните в археологический музей Южного Тироля. Именно здесь хранится знаменитая мумия Эцци, возраст которой превышает 5000 лет. Это видео мы сняли 2 года назад, но смонтировал я его только сейчас. Надеюсь, не зря. Вообще планировал все сделать немного по-другому, поэтому пишите в комментариях свое впечатление о нашем рассказе, не забывайте поддержать канал лайком и до новых встреч, друзья!